Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных мест Великобритании. Об озере Лох-Несс, наверное, наслышали многие, ведь именно в нем, по слухам, обитает знаменитое чудище. Раньше его боялись, а теперь по-доброму зовут Несси, словно маленького домашнего питомца. Истории про чудовище Лох-Несса появились еще в 565 году, да и раньше о нем были кое-какие упоминания. Поэтому неудивительно, что к данному водоему съезжаются любители всего таинственного и сверхъестественного. Сначала стоит сказать о том, какое озеро на самом деле. В глубину оно 230 метров и занимает площадь в 65 квадратных километров. Так что Несси есть где затеряться. К тому же озеро является частью канала, связывающего два морских побережья Шотландии. Канал называют Каледонским, и даже есть теория, что лохнесское чудище переплывает из озера в канал, поэтому его так тяжело поймать. Лох-Несс имеет постоянное поступление воды из реки Морисон, поэтому вода в нем не стоячая. Из него тоже вытекает река, которая символично называется Несс. Ближайший город возле водоема – шотландский Инвернесс, находящийся в 40 километрах. Само озеро вполне могло бы стать местом обиталища доисторического чудовища, наподобие динозавров. Ведь само по себе оно тоже существует очень давно. Ученые говорят, что Лох-Несс уже было здесь во время ледникового периода. Образовалось оно из-за смещения горных пород. Учитывая такой возраст, озеро в самом деле является уникальным. Ведь оно, как и российский Байкал, смогло противостоять заболачиванию и не стало болотом через 20 тысяч лет своего существования. А теперь стоит перейти к подробностям о самом чудовище. Впервые оно упоминается в летописях аббата Иона. Он описывал подвиги святого Колумба, не того, который открыл Америку, и рассказал о случае, который произошел с ним на озере Лох-Несс в 565 году. Колумб проходил мимо озера и увидел жителей деревни, которые, положив в лодку тело рыбака, отправляли его в последний путь. Лодка уже отчалила, когда Колумб спросил, что случилось. Местные ответили ему, что на того рыбака напало чудовище, выпрыгнувшее из воды. Святой Колумб решил проверить, не вселились ли в молодого рыбака злые силы, поэтому попросил своего ученика прыгнуть в воду и причалить лодку обратно к берегу. Как только ученик прыгнул в воду, из нее показалась голова чудовища, которая ждала момента наброситься на него. Но в этот момент святой Колумб вознес к небу молитвы и приказал чудищу скрыться в глубинах озера, что оно и было вынуждено сделать. Это первый рассказ о Несси, хотя исследователи считают, что есть и более ранние упоминания. Например, еще до нашей эры здесь жили древние римляне. Исследовав озеро, на камне они оставили рисунки местных животных, от самых больших до самых малых. Все они соответствуют животному миру озера и прибрежных районов. Но среди них есть и странный рисунок, напоминающий плетиозавра с длинной шеей. С тех пор и вплоть до 19 века о Несси забыли. Однако с 1933 года чудовище в этих краях видели более 5000 раз. Как-то уж сильно оно активизировалось в 20-х и 21 веках. На большинству рассказчиков верить нельзя. Однако есть и доказательства, которые вполне могут быть правдивыми. Одним из них является съемка Тима Динсдейла, который запечатлел огромное живое существо, двигавшееся по глади озера со скоростью в 16 км в час. Эту пленку признали настоящей после многочисленных экспертиз. Еще одна достоверно правдивая съемка принадлежит Гордону Холмсу. На этом видео видно чудовище с длинной шеей и маленькой головой, которое в длину достигает 15 метров. Холмс заснял, как оно ныряло, плыло со скоростью около 10 км в час и поворачивало голову. В общем, доказательства есть, но все же, пока они являются косвенными, ведь четких пленок с изображением Несси так и не появилось. Поэтому сложно сказать, есть ли в озере доисторический монстр. Причем скептики говорят, что если бы он здесь и жил, то просто не смог бы себя прокормить, ведь здесь для него недостаточно еды. Тем более животное не может жить одно. Здесь должно быть хотя бы несколько особей, которые тем более не смогли бы добыть себе еду. Но пока ученые пытаются установить правду, туристы могут просто приехать к озеру Лох-Несс, сходить в музей, расположенный на берегу, осмотреть документы, фото и видео очевидцев,
увидеть поделки Несси и попытаться разглядеть среди водной глади то самое чудовище. А если нет, то можно просто насладиться природой и полюбоваться озером, которое и без Несси довольно интересно.